Всем привет, девочки! Всем добрый вечер! Я хочу в этом видео связать с вами одну маленькую собачку. Песик. Это бесплатная схема от Елены Тимаковой. И схемка называется «Песик Филя». Схемка эта уже очень давно стоит в бесплатном доступе. И собачку я эту тоже вязала уже, наверное, лет 7, может быть, даже чуть больше. Мне кажется, где-то от 7 до 10 лет назад. И она получается очень прикольная. Если, конечно, еще немножечко здесь фантазировать с фурнитурой, то можно различных собачек навязать с различной внешностью. Вот. Я хочу с вами эту собачку связать. Все контакты от автора. У автора есть группа ВКонтакте, да, у нее есть Инстаграм. Все контакты от автора я поставлю под этим видео в описании. Огромное спасибо автору Елене Тимаковой за этого чудика. Вот. И приступим к вязанию. Схемка есть на сайте amimore.ru или просто задайте песик Филя по автору, от автора Елены Тимаковой в Google, и он вас приведет к этой схемке, если вам она нужна при вязании со мной. Так, что я буду для этого использовать? Я буду использовать крючок номер 5, как всегда, мой любимый розовый. И я буду использовать вот эту пряжу. Это Chenille Baby. Это точно такая же пряжа, как Himalaya Dolphin Baby. Вот она вот такого цвета. Номер 100-41. Я буду брать новый клубок. У меня очень много остатков, но мне хочется знать, сколько у меня уйдет на эту собачку. Я буду брать новый клубок. Тут я хочу вам просто показать, какой цвет у меня будет этой собачки. И в конце видео посмотрим, какой у меня будет расход с этой пряжи. Вязать эту собачку можно из любой пряжи. Конечно, с подходящим крючком по этой схемке или по этому видео у вас получится точно такое же чудо, только маленькое, намного меньше. Если возьмете пряжу толще, то она будет побольше. Да? Если возьмете потоньше, то, конечно, аналогично будет собачка меньше. И из этой пряжи с крючком номер 5 собачка где-то 23-25 сантиметров. Очень маленькая и очень хорошенькая. Вот. Так что давайте, девочки, приступим к вязанию. Итак, начнем вязание с передних лапок. Вяжем 2 одинаковые детальки. Кольцо амигуруми. Провязываем 6 столбиков. Раз, два, 4, 5 и 6. Затягиваем. И делаем с вами прибавки. 1 столбик, 1 прибавка, и так 3 раза. Столбик, прибавка. Столбик, прибавка. И последний раз столбик и прибавка. У нас с вами 9 столбиков. Провязываем 3 ряда. 3, 4, 5. 3 ряда без изменений 9 столбиков. Провязала 3 ряда. Эту ручку я буквально чуть-чуть только заполняю ватой. Вот у меня маленький кусочек ваты. Буквально вот здесь кончик. Больше не надо. Так, провязываем следующий ряд. 1 убавка и 7 столбиков. Делаем 1 убавку и провязываем до конца ряда 7 столбиков. Раз, 2, 3, 4,
5, 6 и 7. У нас сейчас 8 столбиков. Следующий ряд провязываем 3 столбика. Раз, два, три. Делаем одну убавку. И провязываем опять 3 столбика. 2, 3. У меня сейчас 7 столбиков. Следующий ряд провязываем 1 убавка и 5 столбиков. 1 убавка. И до конца ряда 5 столбиков. Раз, два, 3, 4 и 5. У меня сейчас 6 столбиков. Провязываем один ряд без изменения, 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь я складываю пополам и провязываю пару петелек вместе за обе стеночки. Ручки будут ввязываться. Мне кажется, у меня 2 петли только идет. Можно еще вот этот вот момент тоже взять, чтобы он открытым не был. Но здесь я сделаю соединительную петлю. И затянуть хорошо. Вот так. Вяжем 2 детальки, 2 ручки. Теперь вяжем голову. Она состоит из 2 частей. Сперва вяжется сама вот эта морда, а потом вяжется тело, и потом из тела вместе с этой мордой вывязывается другая часть головы. Вот. Перед тем, как мы будем вязать ноги и тело, мы свяжем сперва вот эту часть морды, где крепится нос. Нос я буду использовать свой пластиковый, но в этой схемке есть также и схемка, как нос можно связать. Поэтому я вам покажу, как и нос вяжется, если, например, у вас нету таких пластиковых носов. Итак, кольцо амигуруми. И вывязываем с вами 6 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Затягиваем нить и делаем с вами 6 прибавок. В каждый столбик вяжем одну прибавку. Раз, два, 3, 4, 5 и 6. Следующий ряд мы вяжем 1 столбик, 1 прибавка, и так 6 раз. И следующий ряд 2 столбика, 1 прибавка, и так 6 раз. Провязываем эти 2 ряда. Я провязала эти 2 ряда, и у меня сейчас 24 столбика. Провязываем следующий ряд. 4 столбика. Я поставила здесь себе маркер. 4 столбика. Раз, два, 3, 4. Теперь мы делаем одну прибавку. Далее вяжем 1 столбик и опять провязываем одну прибавку. Далее вяжем 9 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь мы вяжем одну прибавку, 1 столбик
и одну прибавку. До конца ряда у нас остается 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. У нас сейчас 28 столбиков. И нам нужно провязать 4 ряда без изменения 28 столбиков. Так, провязала я 4 ряда. Теперь мы с вами провязываем 1 убавка, 5 столбиков и так 4 раза. Провязываем с вами 1 убавку. Теперь 5 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5. Теперь опять убавка и 5 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5. Теперь опять убавка и 5 столбиков. 2, 3, 4, 5 и последнюю убавку и 5 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5. У нас с вами сейчас 24 столбика. Следующий ряд провязываем 5 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5. Теперь провязываем 1 убавку. Теперь провязываем 10 столбиков. Четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Делаем 1 убавку и провязываем 5 столбиков до конца ряда. 2, 3, 4, 5. У меня 22 столбика. Провязываем один ряд без изменений, 22 столбика. Так, провязала. И последний ряд, что касается этой мордахи. Провязываем с вами 5 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5. Теперь вяжем 1 убавку. Провязываем 8 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем 1 убавку. И провязываем 5 столбиков до конца ряда. 2, 3, 4 и 5. У нас с вами 20 столбиков. Так. Здесь у нас маркер. Мы должны его оставить, потому что я так понимаю, что мы потом будем соединять именно вот отсюда, как со следующей петли тут. Я сделаю здесь соединительную петлю, и нить можно оторвать. Вот так. Все. Эту часть мы пока можем положить в сторону. И дальше мы будем вязать с вами ножки. Так, начинаем вязание также с кольца амигуруми и 6 столбиков. Ножки, они вяжутся одинаково. На первой ноге мы нить обрезаем, на второй ноге мы нить оставляем и соединяем ноги. В кольцо амигуруми мы сейчас провязываем 6 столбиков. 4, 5,
6. 2, 4, 6. Затягиваем. Теперь мы вяжем с вами прибавки. Делаем 6 прибавок. Одна, вторая, третья, четвертая, 5 и 6. У нас сейчас 12 столбиков. Провязываем 3, 4, 5. 3 ряда. Провязываем 3 ряда 12 столбиков. Итак, я провязала 3 ряда 12 столбиков. На первой ножке мы делаем соединительную петлю и нить обрываем. На второй ноге она вяжется точно так же, как вот сейчас мы с вами провязали. Мы нить не обрываем, а провязываем с вами 2 воздушные петли. Раз, два. Теперь берем первую ногу и провязываем первую петлю не там, где мы соединительную делали, а вот в последний столбик, который мы провязали, да? Самый последний столбик. Тут я делала соединительную, как я объяснила, и до этого есть вот столбик. В него мы входим и провязываем с вами 12 столбиков. Раз, два. Просто вяжем по кругу. 3, 4 и так далее. Провязываем 12 столбиков. Провязала эти 12 столбиков, и теперь мы вяжем еще один столбик вот именно в эту петлю, вот тут, где мы вывязывали 2 воздушные петли. Здесь это как будет набор петлей, одно экстра. Здесь провязываем 1 столбик, и теперь вяжем 2 столбика вот по этим воздушным петелькам. Раз и 2. Провязали. Теперь мы вяжем вот здесь, где соединение идет, да, здесь провязываем еще 1 столбик без накида. И провязываем с вами 12 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вот тут также вот в этом же основании 12. Мы, короче, вот в этих углах мы набираем с вами, по-моему, 4 петельки получается. Так, провязали. Теперь мы здесь провязываем 2 столбика по этим, сейчас, девочки, вот по этим воздушным петлям, только с другой стороны, да? Провязываем раз и провязываем 2. И провязываем еще 1 здесь столбик. Немножечко мне не очень понятно, если честно, эта схема на соединении ног. Но я добавила все петли, которые она указала в этой схемке. У нас должно получиться 30 столбиков. Давайте посчитаем. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Все правильно. У нас должно быть с вами 30. Короче, когда мы у нас получается так, что у нас здесь 2 воздушные петли. Вот. И перед тем, как эти петли воздушные провязывать, мы добавляем здесь в углу 1 петлю, здесь в углу 1 петлю, здесь и здесь. Мы добавляем 4 петли. Вот.
Так как у нас здесь 12, здесь 12, это 24. Плюс мы 4 добавили, это 28. И плюс 2 вот эти воздушные, которые мы здесь провязываем. Окей? Далее у нас сейчас 30 столбиков без накида. Вяжем один ряд без изменений 30 столбиков. Я уже забыла, когда последний раз вязала, поэтому я такая сконцентрированная. Не так, как раньше. Ну, подождите, еще не вечер. Короче, провязываем один ряд без изменений 30 столбиков. Так, я провязала один ряд. Хочу сказать, что маркер, он стоит прямо вот в середине на спине, да, собачки. Итак, провязываем следующий ряд. 4 столбика прибавка, и так 6 раз. Раз, два, три, 4. И делаем одну прибавку. И так провязываем до конца ряда. 1, 2, 3, 4 и провязываем одну прибавку. Так, 2 раза мы уже провязали, и так еще делаем 4 раза. Так, у нас сейчас с вами 36 столбиков. Провязываем один ряд без изменения 36 столбиков. Провязала этот ряд, теперь делаем один ряд с прибавками. Провязываем сперва 10 столбиков. Я вот вижу, что у меня начало ряда не прям вот перфект в середине, да, поэтому я делаю как петли смещения для себя, ну, я скажу вам, одну петлю назад, потому что мы будем хвостик здесь вывязывать. И если видите, что у вас начало ряда идет чуть-чуть сюда, то из следующих 10 петель, которые мы должны сейчас провязать, мы эту уже как первую посчитаем. Тогда идет автоматически смещение назад, да? Вот, потому что у меня здесь должно быть начало ряда, чтобы было ровно здесь посерединке, потому что хвостик будет вывязываться, и он должен прям посерединке быть. Поэтому следующий ряд мы провязываем сейчас 10 столбиков. Один у меня уже как столбик как первым считается. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь мы делаем прибавка, потом 4 столбика, и так 3 раза. Это животик мы увеличиваем сейчас. Делаем прибавку, потом провязываем 4 столбика. Раз, два, три, 4. Теперь мы делаем опять прибавку и провязываем 4 столбика. 2, 3, 4. И последний раз делаем прибавку и провязываем 4 столбика. Провязали. Теперь мы делаем одну прибавку. И до конца ряда у нас 10 столбиков остается. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Вот теперь я стою прям посерединке. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Последняя петля у меня. У нас сейчас с вами 40 столбиков. Теперь мы вяжем хвостик. Провязываем 9 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь мы чем тут стоит? Во вторую петлю от крючка столбик без накида. Во вторую петлю от крючка, это первый, вот это вот, во вторую сюда делаем столбик без накида
И по этой цепочке провязываем 7 столбиков еще. Раз, два, три, четыре, 5, 6. Здесь последняя воздушная. 7. Далее это мы просто хвостик сейчас прогнал. Следующий ряд мы должны провязать 11, 12, 13 ряд. Мы должны провязать 40 столбиков без накида. У нас 40 столбиков есть. Мы сейчас с вами провязываем 40 столбиков без накида. Следующий ряд, да? Это получается 1, 2, 3. 3 ряда. Подождите, еще раз прочитаю. Так. Провязание 11 ряда, хвостик отгибаем наружу. И провязываем 11, 12, 13. 3 ряда. Итак, вот этот вот хвостик, он идет сюда наружу. И мы вяжем, мы вот из этой петли вывязывали воздушные. Идем в следующую петлю. И вяжем с вами 3 ряда без изменений 40 столбиков. Раз, два и так далее. 3. Когда, видите, мне что не нравится? Мне не нравится, что он, получается, загибается сюда. А мне бы хотелось, чтобы он вот так торчал. Он так торчать не будет, наверное. Он будет вот так торчать. А как его можно по-другому обвязать, эти петельки, чтобы он, понимаете, он как будто он будет вот так торчать. А я не хочу, чтобы, я хочу, чтобы он вот так торчал. Это что такое? Я не знаю, у автора, сейчас посмотрим, там показано, не показано на фотографии. Сейчас, подождите, девочки. Может, там как-то показан хвостик сзаду. Но на схемке я не вижу хвостика сзаду. Так, секундочку. Его здесь вообще не видно, девочки. Его здесь вообще не видно. Короче, что так мы оставим его, что ли? А можно его как-нибудь сделать, чтобы вот это была лицевая сторона, чтобы она наверх смотрела? Короче, вы ставите паузу и наблюдаете. Если вы это провязали, оставьте так. Я сейчас распущу и попробую обвязать петельки с другой стороны, чтобы он по-другому загибался, окей? Угу. Так, тогда мне надо вот сюда, наверное. Я вот с этой стороны обвязывала. А если я вот с этой стороны буду обвязывать? С изнаночной стороны? Да. Короче, с изнаночной тут не так хорошо петли видать, как тут. Но это возможно, чтобы тогда красиво был, чтобы красивый был хвостик, окей? Тогда со второй петли, но я попробую тут найти. Здесь видно, что вторая петля это будет вот это. Тогда с той стороны это где-то тут провязываю с изнаночной. Сейчас посмотрю, загнется он так или нет. 7 столбиков. Теперь одну провязали, теперь 7. Все вместе 8 получается. Да, там одна больше, одна меньше, тоже большую роль не играет. Этот хвост, он сам по себе живет. Он со схемой не... Он со схемой, как говорится, не сливается. Тут у этого хвоста у него своя схема. Так, ну давай-ка я сейчас попробую туда как-нибудь залезть. Потому что петельки по-другому лежат. Ну ладно. Короче, просто я с изнаночной стороны вяжу вот эти вот петли. Так как я их, короче, вижу. Так я скажу. А я их ни хрена не вижу. Но я хочу, чтобы он загибался так, что как будто бы у этой собаки хорошее настроение, понимаете? Если он загибается в другую сторону, тут появляется большой вопрос.
Что за проблема у этого песика? Так, сейчас, девочки. Вы просто смотрите, да? Я эту собачку очень давно вязала. Если честно, мне кажется, что у моей собаки, у нее хвост реально также был загнут, как будто бы у нее. Ну, я и видосик подобрала, я, по-моему, здесь на YouTube выставляла такой видосик «Не трогай меня». Я даже в тот момент не обратила внимания на хвост, прикиньте, до какой степени за меня все, короче, сказали. Так, ну, что я буду сейчас? Вот я вроде бы все петельки провязала, но давайте я здесь еще одну петлю провяжу, потому что, как я уже сказала, хвост живет сам по себе, чтобы тут никаких дырок не было. Я еще то ли тут в 7 столбиков, то ли 8, тут уже все равно. Следующий ряд, он начинается вот с этой петли. Короче, я теперь провязываю, иду уже следующий ряд, и он идет просто 3 ряда без изменений. И я обращаю внимание на этот хвост, и он по ходу у меня что так, что так. Он у меня все равно получается, что он загибается сюда. Ну ладно, пускай будет так, значит. Может, он... А, смотри, если вот с этой стороны у него какая-то как загибулька идет, потом так чуть-чуть наверх, он как у свинюшки. Он как у свинюшки закручивается. Короче, я вот так оставлю. Вы там экспериментируете, то ли вы с изнаночной стороны, то ли с другой, но я оставлю его так. У него сразу так, он как будто вот как у шарика. Это сразу получается не филя, а шарик. У них хвостик же такой. Ух. Короче, провязан 3 ряда без изменения. 40 столбиков. 40 столбиков. Здесь 40 столбик. Если вот мы сейчас ряд пройдем, то 40 столбик, он будет вязаться где-то тут, да? Давайте до сюда дойдем, первый ряд, я вам потом покажу, потому что этот хвост, его нужно выгнуть назад. Как я уже сказала, живет сам по себе. И здесь вот эта вот 40 петля, из которой мы провязывали 9 воздушных петель. Маленько. Все, вяжем пока. Один ряд. Так, смотрите, я ряд привязала. Вот это у меня 39 петля. Вот эта петля у меня первая. И вот тут, вот тут есть та петля, которой нам не хватает. Вот. Вот это 39, вот это первая. Хвост загибаем и здесь провязываем эту 40 петлю. Провязываем так. Ну, как-то как. Вот так. Раз. Вот у нас 40. Теперь этот хвостик мы оставляем здесь. И далее вяжем второй ряд из 40 столбиков. Нам нужно с вами еще провязать 2 ряда 40 столбиков. Окей. Так, ну что тут? Как-то надо, чтобы он вот так вот. Более-менее, да? Короче, я думаю, что стоит эти петельки с левой стороны вязать. Если вяжем с правой, то он полностью вот так вот закругляется. Ну, хотя так тоже ничего. Но так лучше. А вот так было бы еще лучше. Но я не смогла связать так, как бы я хотела. Чтобы он так, как он должен стоять, по моему мнению, да. Ладно, так, я вяжу сейчас второй ряд 40 столбиков и потом провяжу еще один ряд 40 столбиков. Вот тут у меня будет начало ряда. Итак, я провязала 3 ряда без изменений 40 столбиков, и теперь мы делаем пару рядов с убавками. Для этого мы провязываем с вами сперва 15 столбиков. Провязала. Теперь провязываем с вами одну убавку. Потом провязываем 6 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6. Теперь делаем опять одну убавку. И до конца ряда у нас остается 15 столбиков. У меня сейчас 38 столбиков. Следующий ряд мы провязываем 14 столбиков. Потом идет убавка. 6 столбиков убавка. 14 столбиков. Я повторяю. Провязываем 14 столбиков. 1 убавка. Потом 6 столбиков. 1 убавка. 14 столбиков.
У меня сейчас 36 столбиков, и мы провязываем один ряд без изменения 36 столбиков. Если вы хотите, можете уже ножки набивать ватой. Я чуть-чуть позже это сделаю. Провязываем один ряд без изменения 36 столбиков. Провязала. Следующий ряд мы вяжем с вами с убавками 4 столбика, 1 убавка, и так 6 раз. Это значит 4 столбика, убавка, 4 убавка, 4 убавка, так до конца ряда. И потом провязываем один ряд без изменения 30 столбиков. Так, провязала. Следующий ряд опять с убавками. Провязываем 3 столбика, убавка, и так 6 раз. У нас с вами будет 24 столбика. И провязываем потом один ряд без изменений 24 столбика. Так, провязала эти ряды. Немножко заполнила я тушку ватой. Получается очень такая миниатюрная собачка. Следующий ряд мы с вами провязываем 2 столбика. Потом провязываем одну убавку. Четыре столбика, и так 3 раза. 2, 3, 4. Это был один раз, убавка и 4 столбика. Теперь мы провязываем это второй раз, убавка, 4 столбика. Раз, 2, 3, 4. Теперь провязываем последний раз, убавка, 4 столбика. 2, 3 и 4. Так, до конца ряда у нас еще с вами одна сейчас убавка и 2 столбика. У нас сейчас 20 столбиков. Следующий ряд у нас идет ряд без изменений. Автор не говорит, в каком ряду она вообще лапки ввязывает. Я так понимаю, что она их пришивала. Но я хочу их ввязывать, поэтому я так примерно прикинула. Я думаю, что вот в следующем ряду, где у нас вяжется 20 столбиков без изменений, мы сейчас будем ввязывать ручки. Потому что потом через 2 ряда мы потом уже будем ввязывать голову. Заполняем тушку. Уже желательно сейчас я заполню, чтобы примерно ориентироваться, где будут руки, ну, чтобы они симметрично были, да? Вот. Потом это все надо будет аккуратненько так. Одна у меня ножка связана туже, чем эта, и видно, как будто бы они разные. На самом деле они не разные, просто я детальки навязала уже давно, а с вами вязала вот эту ногу, и она у меня получилась как будто бы, ну, по моему мнению, как будто бы чуть-чуть больше, чем другая. Но на самом деле просто у меня настроение было другое. Если вязка тугая, то настроение у меня так себе. Вот. А если петельки такие воздушные, вот как тут, то значит все у меня было в пучком. Ладно, я тут еще пока просто так сейчас заполнила. И делаю себе такую форму. Примерно вы же можете себе представить, да, как форма. Она должна так плавно переходить, без всяких резких таких углов. Например, у меня здесь круглее, чем тут, поэтому мне надо будет еще здесь дополнять ваты, дотягивать ее. Ну все, что ты тут натворила? Зачем лезть крючком, когда есть пальцы? Мне нужно это тело сейчас немножечко оформить, иначе руки будут кривые потом.
Может, мне нужно сделать симметрично, чтобы у меня они вот симметрично потом вот так вот лежали, да? Поэтому желательно сейчас, ну, я думаю, как-то бубочка такой. Хвост вот так должен. О, молодец. Так, ну я думаю, как-то так достаточно. Теперь следующий ряд, там 20 столбиков. И мы должны просто сами на глаз или на нос ориентироваться, куда прикладывать руки, чтобы они у нас симметрично лежали. Тут одна лапка, где-то тут сбоку. И вот вторая лапка. И вот так мы их просто ввязываем. Да? Ну, давай посмотрим, сколько здесь примерно мне нужно сейчас привязать. Раз, два, три. Я думаю, 3 петли мне нужно будет сейчас привязать. А потом приложу или прикладу, как вам лучше. Чтобы вас не бесило. 2, 3. Думаю, достаточно 3. Теперь, какой лучше стороной? Вот этой? Там же разницы нет, я могу так и потом загнуть, да? Чтобы неудобно было ее ввязывать в руку. 3. Теперь идем в следующую петлю. Раз. Два. Ну и где-то тут, наверное, последнюю. Хотя тут она так затянута хорошо. Стоит ли ее сейчас мне тыкать куда-то? Давайте, мне только вижу только 2 петельки. Давайте я попробую ее сюда приложить, и потом я хорошо утяну. Потому что там нету больше петель. Там я делала соединительную. Тогда натягиваем эту нитку, прикладываем на работу и провязываем. 3. 4. Недалеко она торчит назад, рука, я имею в виду. 5. 6. 7. Наверное, хватит. 8. Нормально же? Вроде ну, можно было бы ее, наверное, на одну петельку еще сюда вперед сделать. Или? Если сбоку смотреть, как будто бы она чуть-чуть назад. Ну ладно, не будем уже прикапываться. Мы можем так вот цак-цак-цак. И они кого-то вперед смотрят. Самое главное, что все было симметрично. Что, мне еще одну петлю провязать? Или уже можно приложить руку? Я думаю... Короче, я думаю, что я могу приложить. Хотя, может быть, она чуть ближе сюда. Сколько я провязала здесь петель? 2, 4, 6, 8. 8. 8. Сейчас прикладываю. Вы просто посмотрите сперва. 8. Прикладываю так, чтобы эту нитку потом далее ввязывать. 8. Тяжело я буду таскать, потому что я тут накрутила всякие эти петельки. Вы видели. Не буду вдаваться в подробности. Нет, не получится у меня вытащить эту нитку, потому что все очень узко. Так, еще раз. Мне не нравится эта сопля сбоку. Я не могу по-другому. Кто-то мне там как-то объяснял, но мне не получается. Или я как начну вязать, я потом забываю вообще,
тип. О, вылезла. Раз. Два. Натягиваем очень хорошо и вяжем далее. Сейчас посмотрим, что получилось. Одинаково, не одинаково. Если в схеме не указано, то всегда вяжем наугад. И может быть такое, что одна рука ближе наперед, чем другая. Хотя перфект. Короче, мне нравится, как она вот так вот выглядит. Я больше ничего не буду здесь передвигать. Это сюда, это тоже сюда. Короче, привязала, ввязала, то есть вязала 8 столбиков. Опять вязала, везде по 2 столбика. Ну ничего, пойдет так. Дворняжка для сельской местности. Вот, девочки, он там такой огуречек получится, я вам скажу. Следующий ряд тоже делаем с убавками. Провязываем 4 столбика. Раз, два, три и 4. Теперь мы вяжем с вами одну убавочку. Прям на лапке она у нас получается. Теперь провязываем 8 столбиков. Как раз вот здесь передний, представляете, как я почитала. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь мы делаем опять одну убавку. Давно мне не было на канале, блин, я уже разучилась в вязке. И 4 столбика. Раз, два, 3 и 4. Так, эти ниточки потом пообрезаем, да? Здесь можно какую-нибудь декорацию. У автора здесь сердечко тоже можно. Можно какую-нибудь декорацию придумать, я не знаю. Можно ему тут цепочку такую, знаете, с костью. У меня есть, по-моему, у меня есть клык. Клык такой железный. Это как этот, как он называется, анхенгер. Подвеска. Подвеска такая есть, клыка. Зуб. Зуб. Я, наверное, ему здесь вот сбоку так его пришью. Не сердце, а зуб. Только самое главное, чтобы он к мордахе подходил. Посмотрю какую-нибудь фурнитуру такую. Может, я вот таким, знаете, серьезным псом сделаем маленький, а ого-го, чтобы не говорили. Как у меня дочь всегда говорит: мама, ты 1,50 м. Но ты иногда такая противная. На следующий день подходит сын и говорит: я заметил, что все мелкокалиберные люди, мама говорит, они такие вредные. Я говорю: это неправда. Это неправда. Мы просто серьезные. Мы просто ответственные. Вот. Мы просто детей воспитываем, которые в это время ни хрена ничего не хотят делать. Конечно, их это все бесит. И они сразу ищут причину в маме. Да, и вот они стандарт сделали. Мелкие люди, люди агрессивные. Ага. Короче, я тут могу много чего сказать. Так, короче, у нас сейчас тут с вами, девочки, 18 столбиков. Провязываем один ряд без изменения, 18 столбиков. Так, девочки, я провязала этот ряд. Теперь мы будем вязывать голову. Это, вернее, не голова, это мордаха только, да? Это мордаха. Потом вяжется уже верхняя часть головы. Вот это вот мордаха такая у него крутая. Носик мы вставим только тогда, когда мы голову вяжем. Я хочу использовать фурнитуру, но в этой схеме есть как вяжется носик, схемка, и я вам ее покажу. У кого нету фурнитуры любого носа, вы можете связать нос, как у автора. У меня есть различные носы, и я хочу попробовать здесь комбинировать фурнитуру, чтобы он такой какой-то был необычный. Окей?
Для того, чтобы правильно посадить ровно нос, голова должна быть ввязана, потому что сейчас сюда посажу, вяжу голову, и будет она немножко криво, уже будет некрасиво. Итак, в схеме здесь стоит, в следующем ряду соединяем детали головы и тела. При соединении провязываем деталь тела за задние полупетли столбиков, деталь головы за передние. Итак, мы должны здесь стоять, как я поняла, прям вот посередине, сзади, да? Если вы стоите где-то здесь, провяжите одну петлю вперед, делайте петлю смещения. Провязываем сейчас по схеме, идут 5 столбиков. Девочки, вы пока посмотрите. Вдруг у меня мордаха будет немножко в сторону стянута, и мне придется ее распустить, чтобы вы потом меня не материли, что пряжа дорогая, ты тут это самое, сконцентрируйся. Я сама под напряжением, так что вы лучше посмотрите сперва. Итак, провязываем. Я эту собаку вязала, девочки, наверное, лет 10 назад, поэтому она уже очень давно в интернете. Провязываем 5 столбиков. Один провязала, 2, 3, 4, 5. Ну, в принципе, должно быть ровно, потому что следующий идет связывание головы с шеей именно по 8 вот этим столбикам. 2, 4, 6, 8. Вот надо стоять так, чтобы мы знали, что голову мы будем 8 столбиков связывать вместе с телом и головой. Это 2, 4, 6 и 8. Это значит, что последняя петля связываем будет здесь, вы видите, да, что эта петля чуть-чуть назад уходит, чем это. Поэтому я пойду одну петлю назад. Я как смещу ее. По схеме 5 надо провязывать, но вы должны стоять прямо вот здесь сбоку, чтобы мордаха ровно была ввязана. Здесь мы будем ввязывать к 8 петлям. Поэтому вы обратите внимание, я думаю, что я одну петлю как смещение сделаю назад. Вот так вот. Это вот это хотела я вам показать. Теперь 8 столбиков, захватывая полупетли обоих деталей. Деталь тела за заднюю полупетлю, деталь головы за переднюю. Задняя петля задняя петля полупетли. Да, задняя полупетля петли. Так, по-моему. Короче, вот сюда вот втыкаем, и вот эта часть это задняя, понимаете? А это передняя. Так что если мы вот сюда внутрь входим, вот это задняя. Ну, вы знаете, господи, ну я для тех, кто не знает. Вот, берем мордаху. Где мы остановились? Мы остановились тут. Мы должны будем ее так прикладывать. Мы должны будем ее так прикладывать и вязать. И вязать. А я не хочу сейчас тут вязать. Она, в принципе, одинаково провязана. Я бы вот эту деталь оставила, чуть-чуть бы ее сместила и начала бы вязать вот отсюда вот туда. Вот отсюда бы я... Вот, да. Смотрите, короче, вот мы тут где закрепили нить. Так. Это значит, девочки, сейчас будет немножко тяжеловато, потому что здесь на камеру мне ее... Ладно, короче, вводим. Передняя полупетля головы, это вот эта петля. Так как мы будем вот так ее ввязывать, то значит это вот эта петля. Это лицевая, значит это передняя. Внутренняя, это изнаночная сторона, это задняя. Так как голова должна быть вот так, значит, так как мы смотрим с этой стороны, вот это вот передняя, и с этой стороны вот это тоже передняя. Понимаете? Я думаю, вы понимаете. Поэтому мы вводим крючок сюда. Потом мы вводим крючок за заднюю, от тела, за заднюю. Вот сюда. Видите? Вот сюда. И провязываем вот эти петли 2 вместе. Затягиваем. Эта ниточка немножко мешает, мы ее внутрь. Итак, провязываем 8 столбиков. Опять идем сюда и тело за заднюю. Вот сюда провязываем. Это 2.
Нам нужно провязать 8. Сюда. Где тело? Сюда. 3. 4. 5. 6. 7. И последняя. 8. Так, до конца ряда у нас остается 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Так, девочки, теперь смотрим на всю эту красоту. Так, вот будет морда, вы уже видите, да? Вот она. И если посмотреть вот вперед, все классно, ровно вязано. Вот я вам еще раз покажу, потому что я не вижу. Я из-под низу смотрю на эту камеру. Сейчас встала. Вот так она должна быть. Вот. Сейчас мы провяжем еще один ряд, потом я зафиксирую нос. Окей? Так, следующий ряд. Здесь стоит вяжем по кругу, образованному петлями задней части туловища и передней части головы. Следующий ряд вяжем по кругу, образованному петлями задней части туловища. Вот они. Вот они эти петли, да? И передней части головы. Мы вяжем вот так, девочки. Это игнорируем. Итак, вяжем 5 столбиков сперва. Раз, 2, 3, 4, 5. Теперь здесь стоит столбик из места соединения деталей. Один столбик. Вот тут мы соединили, вот тут мы соединили. И здесь мы должны провязать один столбик. Это на углу, чтобы этой дырки не было, да? Далее, потом мы провязываем 12 столбиков. Тяжело сейчас мне тут будет сориентироваться, но я попробую как-нибудь. Самое главное, чтобы здесь между не было дырок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да, я здесь одну петлю больше провязала. Вот здесь, которую я еще взяла. Поэтому мы должны, в принципе, быть сейчас вот тут. Но я тут ее, потому что здесь я еще провязала. Но если бы я не провязала, здесь дырка была бы. Так, не расстраиваемся, девочки. Одна петля меньше, одна петля больше. Большую роль не играет. Мы ее сюда можем убавить или добавить. В итоге у нас должно получиться 24 столбика. Здесь начало ряда. Вот. По схеме мы должны провязать, опять же, одну петлю вот здесь вот в соединении. И потом 5 петель до конца ряда. Но так как я здесь одну петлю сейчас больше провязала, потому что здесь было бы расстояние, а пришивать отдельно я не хочу, то у нас получается, что у нас будет здесь одна петля тоже больше. Окей? Провязываем, смотрим, что у нас получится. Провяжем вот эту вот петлю. Может быть, у вас даже не так, а как у автора получилось. Теперь мы провязываем вот здесь вот на соединении. На соединении это для того, чтобы дырки здесь не было.
И до конца ряда у нас остается 5 столбиков. 2, 3, 4, 5. Еще раз хочу вам сказать, пожалуйста, я знаю, что очень многие, вот у меня петля одна не совпадает, одна петля у меня больше, другая меньше. Поверьте мне, что в вязке это, да, это важно, но это не экстремно плохо. Или это все, пипец, у нас игрушка не получилась. Нет, как говорится, всегда есть выход. Мы ее или убавим, или добавим. Вот. В моем случае я хочу, чтобы у меня здесь вязка была красивая. Значит, лучше я добавлю одну петлю, и в следующем ряду я ее убавлю. Вот. Но самое главное, чтобы здесь у меня никакой не было, я бы сказала, что, да, вот, некрасивой картинки. Поэтому здесь у меня все очень шикарно смотрится. Я сейчас посчитаю все петли. У нас должно быть 24 столбика. 24 столбика. Посчитаем. Мне кажется, у меня будет 25 здесь. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Видите, как я все поняла, где мой косяк? Ну ладно. Короче, у нас 25 столбиков. Должно быть 24. У меня это 25, а у вас 24. Или так же, как у меня. Что мы делаем? Следующий ряд у нас вяжется 2 столбика убавка, и так 6 раз. Вот. Я сделаю так. Я возьму сейчас вот тут, сделаю убавку. И она у меня не будет засчитываться, если это только для тех, у кого получилось, как у меня, 25 столбиков. Вот. Я сейчас просто здесь сделаю в конце одну убавочку за передние полупетли. Ее видно не будет. Все. Вот я ее убавила. Теперь у меня 24 столбика. Теперь я вяжу по схеме. 2 столбика, убавка, и так 6 раз. 2 столбика, убавка, 2 убавка, 2 убавка. Но перед тем, как я этот ряд сейчас буду убавлять, я хочу посмотреть или хочу выбрать нос. У меня очень большой выбор есть носиков. Но я понимаю так, что головка у собаки здесь маленькая, поэтому большие глаза сюда не посадить. Если нос большой, глазки желательно маленькие. Но можно также скомбинировать. Вы у меня видели, я шотс выставляла такую собаку классную. У меня тоже ее все спрашивают. Но я ее, девочки, вязала очень-очень так же давно, лет 11, наверное, назад, если не больше. И я не могу найти схему. Вот нету ее, я ее не могу, все перерыла, найти не могу. И там у него большой такой розовый нос и большие такие розовые глаза. И он там что-то, такую озвучку я им еще поставила: одинок, совсем одинок. Знаете, и так вот эти вот глаза с носом классно комбинируют. И у него тоже что-то подобие вот такой вот мордахи. Вот. Я уже сейчас перестала бояться вот этих вот больших носов. У меня есть тут нос. И я думаю, что глазки, наверное, хотелось бы что-то комбинировать такое цветное, рисованное. Не всегда эти обыкновенные круглые, черные. Но мне кажется, что здесь по-другому не получится. Мне кажется, что здесь реально будет так, что глазки будут здесь маленькие. Ну, я пойду, короче, фурнитуру у себя поищу. И сейчас к вам. Так, девочки, посмотрела я у себя в своих закромах фурнитуру. И больше всего мне понравилась вот эта комбинация. Тоже выбирала рисованные глазки, но так как головка здесь очень маленькая, она некрасиво смотрится. Чересчур такие двойные, они чересчур большие. Здесь голова будет просто еще закрываться. И ушки будут вывязываться точно так же, как хвостик. Поэтому глазки, они садятся именно в том ряду, где мы здесь делали убавки. Нос у меня, я выбрала вот этот овальный, хотя у меня еще и вот такой нос есть, он очень красиво смотрится. И такой еще нос есть. Этот нос вот даже он пришивается, его пришить можно или с помощью вот такого крепления его можно закрепить здесь. Они все 3 сантиметра. Но мне нравится этот овальный здесь, и я решила его использовать. Тоже он 3 сантиметра. Глазки, они такие, знаете, темно-серые и вот с черной пупылью внутри. И они 10 миллиметров.
Вот. Носик, он, вот у меня колечко амигуруми, и где-то раз, два в третьем ряду здесь я посадила. Не прям вот здесь на пипитке, да, вот здесь нет, он должен быть чуть выше. Когда мы наполним голову ватой, она потом вся вязко растянется, потом можно здесь ниточку еще протянуть. Можно улыбку сделать там уже как вы хотите. Когда он уже готов будет, можно будет его немножко оформить. Здесь вот на этой мордахе не обязательно глаза утягивать, потому что нос, он очень сильно выделяется, и глаза сами по себе, они туда уходят вглубь. Поэтому здесь ничего не нужно утягивать. Вот так он примерно будет выглядеть. Так что крепим и вяжем далее. Итак, я все закрепила. И мы с вами остановились на том ряду, где у нас было 24 столбика. Вернее, у меня 25, но я здесь его один столбик убавила. Теперь следующий ряд мы провязываем с вами 2 столбика, 1 убавка, и так 6 раз. Когда этот ряд провяжу, вернее, ну сейчас уже в принципе можно наполнить мордаху ватой, да. Да, я сейчас ее наполню и провяжу один ряд. 2 столбика убавка. И так 6 раз. Весь ряд. Окей? Провязываем. Провязала этот ряд, наполнила мордаху. Вот как он у меня уже симпатичный получается. У него, конечно, глаза смотрят наверх, да? Они, если вы ему вот так в лицо смотрите, вы кроме носа, кроме носа ничего не видите. Вам надо будет его так вот наклонить, чтобы посмотреть ему глубоко в глаза. Поэтому, кстати, в принципе, можно было бы чуть-чуть, наверное, утянуть. Чуть-чуть. Хотя, не знаю, посмотрим. Вот. Следующий ряд провязываем 1 столбик, 1 убавка, и так 6 раз. И заполняем голову также ватой. Не сильно, да, чтобы прям у него она вот так вот торчала. Ну, в принципе, смотрите как. Самое главное сделать, чтобы мордаха такая более здесь кругленькая была. Потом она идет здесь уже. Просто у меня она все плотно набита, но делайте так, чтобы форма была более-менее. Окей? Вяжем 1 столбик, 1 убавка, и так 6 раз. Так, девочки, я навязала этот ряд до конца, заполнила все ватой. Не забываем про шею, да. Шея тоже наполняется ватой. И теперь мы делаем, я думаю, что это последний ряд, и тут же мы будем вывязывать уши. Сейчас, секундочку. Итак. Так, провязываем с вами 3 убавки, чтобы мы вот перешли на эту сторону. 3 убавки. Раз, два, три. Или здесь у нее уши будут. Ага, окей, хорошо. Но здесь по схемке стоит 3 убавки. Тяжело мне сейчас будет убавлять, потому что, блин, не за что схватиться здесь. Это 1 убавка. Так. Это 2. И я должна здесь еще одну провязать убавку. Все видно вам? Так, теперь мы вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь мы вяжем, ну, точно так же, как хвостик. Мы вяжем... только здесь столбики с накидом идут. Здесь столбик без накида, а там столбики с накидом. В 3-ю петлю от крючка столбик с накидом. Далее по цепочке. В 3-ю петлю от крючка 1 столбик с накидом. Так, вот это 2-я, вот это 3-я. Делаем накид, входим в 3-ю петлю и провязываем столбик с накидом. Так.
Далее мне нужно читать, девочки. По цепочке 2 столбика с накидом. Накид. 1 столбик с накидом. И 2 столбик с накидом. Потом идут 2 полустолбика с накидом. Накид. Идем в следующую петлю. Провязываем теперь 3 за раз. Накид в следующую петлю, провязываем 3 за раз, и потом вяжутся 2 столбика без накида. Классная, кстати, идея, так вот ушки вывязывать, чем их потом пришивать или еще что-то. Мне так даже больше нравится. Теперь где мы находимся? Теперь нам нужно будет, вот смотрите, какое ушко у меня получилось красивое. У вас все видно, девочки? Теперь вот здесь вот получается у меня вот такая цепочка. И по схеме мы должны сейчас сделать одну убавку. Я думаю, что нам надо вот сюда будет идти, вот сюда, чтобы убавить. Но я все равно войду там, откуда мы начали вязать 9 воздушных петель, все равно туда войду. И теперь я делаю одну убавку. Я просто захватила одну петлю, чтобы там дырки не было. Делаем теперь следующую убавку. Так. Вот так. И теперь вот эти за раз провязываем. Хорошо затягиваем. Потом точно так же ухо вяжем, как это. 9 воздушных петель. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Так, ну, прям он такой клевый, вообще я не могу. Я, наверное, второго на немецком, вот, наверное, сделаю белого. Так, ну посмотрим, ну как, потом эти ушки, их можно крутить как хочешь. Мне бы, конечно, хотелось видеть лицевую вот эту сторону, она красивая, да, может быть, его так изогнуть, и они вот так торчать будут. Короче, это потом уже когда, или вот так оставить. Ладно, 9 воздушных петель. Теперь в третью мы делали столбик с накидом. Накид, это вторая, вот следующая, вот это вторая, вот следующая третья, вот она вот сюда. Потом вяжем 2 столбика с накидом. Так, куда я вошла? Вот сюда, следующую, вот сюда. Ну, давай, вот сюда. 1 столбик с накидом и 2 столбик с накидом. Теперь мы вяжем 2 полустолбика с накидом. Следующую петлю вводим и провязываем все 3 за раз. И еще раз так же. И у нас остается еще 2 столбика без накида. И все это по цепочке, девочки. По цепочке, девочки, 1. И вот тут вот еще 1. Далее две убавки до конца ряда, и все. Так, чтобы вот это вот соединить, мы идем вот сюда, там, где вот у нас соединение было, вот рядом с этим ухом, окей, вот сюда заходим, захватываем нить, соединим просто вот это ухо с головой, да, вот. И теперь мы делаем 2 подряд убавки. Здесь просто идет сейчас, девочки, закрытие. Нет, подожди, по-другому же я делаю убавку. Одну берем петлю и вторую. Если мы сможем, здесь у меня уже вообще места нет, если честно. И закрываем. Здесь просто сейчас закрывается голова и все. Так, ну и вот, короче,
Здесь пару петелек осталось. Их нужно сейчас я еще вот одну убавочку здесь сделаю. Вообще здесь очень намного проще будет стянуть иголкой. Сейчас, секунду. Это место я еще убавлю. Хорошо затягиваем это все. Так, у него ушки прям вот голова. Вот так вот ушки торчат. И вот эта часть, она потом стягивается. Но чуть-чуть нужно еще заполнить ватой. Окей, сейчас посмотрю, что тут стоит. Дополнительно провязать еще одну убавку, стянуть петли. Ну вот как мы и сделали. И все, и наша собачка готова. Прикиньте, как это быстро вяжется и как это красиво и оригинально получается. Короче, добавляем ему побольше мозгов. И потом это все... Блядь, не хочет она залазить. Потом это все закрываем и стягиваем просто цыганской иголкой. Девочки, вот эту дырочку вот так вот. Я взяла бы, отрезала подлиннее нить, вытянула бы ее. И потом вот так бы ее стянула. Вот так. Ушки, чтобы они не сильно на лоб падали, а чуть-чуть назад. Стягиваете все, ну, просто зашиваете, понимаете? Но чтобы здесь не было такого углубления, обязательно заполните еще ватой, чтобы у него, ну, какое-то округление головы было. Чтобы ты не смотрел на собаку и думал, что-то у него не хватает. Если честно, я вот люблю вот именно форму вот таких вот прикольных, необычных зверюшек, да, чтобы на них посмотришь и вот смеяться хочется. А смеяться просто от души, от радости, понимаете? Потому что они такие клевые. Че, кривой? Че, глаз кривой, что ли? Или что, я не пойму. Или я тебя уже так засюсюкала. Ну, может быть, чуть-чуть есть, но я не думаю. Отсюда смотришь, вроде бы нормальный мужик. Отсюда смотришь, как будто чуть-чуть кривоватый. Подумай, чуть косой. Сейчас мы брови и все такое сделаем, и будет нормально. Так, девочки, заполняем, если еще нужно, и закрываем, просто ниточкой стягиваем эту дырочку. Так, девочки, посмотрите, короче, закрыла я здесь ему эту дырочку, затянула это все. Ушки у него очень красиво торчат вот так вот по разные стороны. Вот, голова у него слегка задранная наверх. Чем сильнее туже набита вот эта часть, тем сильнее голова идет наверх. Вот, потому что вот это, тут видно, что она не дает отпустить голову, когда здесь, вот здесь и здесь, и здесь хорошо набита. Я ее решила так оставить. Головка у него немножко так наверх задрана. Вот про эту подвеску я вам говорила. Зуб за зуб, глаз за глаз. Повешала ему вот этот вот клык. Вот, хвостик, конечно, тут надо постараться, чтобы он у него, ну, все равно крутится. Теперь что осталось? Осталось только немножечко немножечко украсить его мордашку, хотя она уже замечательная, я бы уже ничего не делала. Что ты хочешь? Вот что ты смотришь так на меня? Нету у меня ничего, нету. Ой, пипец, бля. Мне вообще нельзя такие вещи делать, иначе у меня потом крышеснос. Крышеснос. Итак, берем цыганскую иголку, плотную черную нить, и я хочу сделать вот такую вот здесь полосочку, пару таких, ну, звездочек. Потом немножечко выше ему брови. Я не думаю, что здесь обязательно делать ему веки. Брови можно такие сделать или так, ну, как вы там уже хотите, да? Вот. Итак. Вы можете сделать улыбку, можете сделать такую ехидную улыбочку, тоже можно. Но вот у него такой взгляд, что, мне кажется, ему здесь не до улыбки, поэтому я его оставлю, как типично мои все игрушки. Идем прям под носик. Вытягиваем. Я делала тут хороший узел, чтобы он тут вот зацепился. Теперь кладем эту нить, ну вот прям как посерединке, да. Вот так. Да.
как-то вот так, наверное, достаточно. Сюда. Мне прям вот она уходит. Сама петля вот здесь, она сюда уходит. Потом будет нитка вот так. А мне надо вот так. А здесь я прям упираюсь не туда, куда надо. Ладно. Выйду я здесь сбоку. Сейчас посмотрим, насколько она прямо у меня ляжет. Нормально. Можно здесь такую сделать улыбочку. Можно так ему улыбасик сделать. Но он у меня серьезный. Чуп. Вот. Здесь можно сделать пару таких стежков. Ну, как у собак в основном такие крестики, да? Не обязательно, но что-то мне хочется сделать. Таких пару маленьких. Вот тут. Ну, можно сделать еще нужно чуть пониже. Как-то так. Где еще? Как-то вот тут, наверное. Так. И так. Потом переходим на эту сторону. Ну и точно так же делаем, как тут. Можно чуть побольше, можно сюда еще, мне кажется, одну сделать. Или вот здесь вот еще одну. Сейчас посмотрим. Не так сильно много, но и жадничать тоже не надо. Можно их в разброс здесь сделать слегка. Собачка маленькая, очень такая компактная, ручная, небалованная, воспитанная, породистая, я вам так скажу. У кого есть интерес, обращайтесь. Дома не гадит. Любит ласку, внимание. Так. Что, хватит, наверное? Я думаю, что хватит. Теперь сделаем здесь брови. Идем прямо вон туда. Куда-нибудь вот сюда. Кстати, у нас вот как... Мне кажется, все-таки моего Яшу отварили, говорю, господи, отравили моего белого кота. Потому что умер он как будто бы не своей смертью. Чуть-чуть в медицине я тоже шарю. Работаю 25 лет. Моего кота белого, помните, девочки, я выставляла? Он у меня... В январе ему исполнилось 10 лет, в феврале он умер. И умер, знаете, он как? Умер он... Я его нашла в углу, как будто бы он в угол прям уперся со всей силы. И вот он прям скорежился вот так вот весь. И так он застывший был. Мы его нашли, когда уже запах пошел. Мы его найти не могли. Он залез туда, где он, в принципе, никогда не сидит. И там он... У него изо рта была пена, из носа. И пена, и кровь. Это типичное отравление. Очень жаль. Я не хочу грешить, но подозрение у меня есть на соседа. Я сказала, что больше я никогда не заведу животных. Но, девочки, вы не поверите, я кошатница. Я всю жизнь кошатница. Я родилась с кошками. Я уехала, у меня были кошки, собаки, тритоны, хомяки, птички, и попугайчики, и канарейки. Боже, я очень люблю животных. Я всю жизнь прожила вообще кошатницей. Я собак не так. Я понимаю, что собака, она ближе к человеку. Это все понимаю. Но я и ленивая немного, чтобы вот брать такую большую ответственность. Я не очень люблю ночью с ними гулять. Я немножко боюсь, поэтому мне проще, если у меня кошка. Кошка, он горшок я поставила, и все. А кот наш Яша, он не ходил дома в туалет. Он ходил на улицу, и он очень часто бегал и по соседям, и у меня в клумбы, и кому-то он
стоял поперек горла. Потому что, ну, говорят, что это расы британские, да, у которых таких ушки такие загнутые. Говорят, что у них сердечная недостаточность. Это тоже какие-то симптомы показывают на сердечную недостаточность. Именно вот эм, такие выделения, когда кот умирает. Но они не забиваются в угол. И они, знаете, это когда у тебя адские боли, и ты вот от боли тебя аж всего корежит. Обычно, когда сердце, мне кажется, это резко. Хотя я тоже могу представить, что это боль, но я не знаю, короче. Я сказала, что я больше животных не заведу. Но у меня было здесь, в Германии, была одна кошка, она прожила 11 лет, Лиза. Потом самый первый у меня был кот, он прожил 7 лет, его сбила машина, Макс. Потом, ну, он вместе с Лизой жил. И вот Макс 7 лет прожил, Лиза прожила у нас 11 лет. И к ней мы купили Яшу, чтобы она одна не была. И этот Яша прожил 10 лет. И вот сколько времени прошло, и я клялась, что я больше не заведу животных. Вы не поверите, как я опять хочу. Я не могу, но я поклялась себе, что если заведу, он не будет знать у меня улицы. Хотя это очень тяжело, у меня свой дом. И кошки видят же дорогу. Это же, когда ты сидишь в огороде, хочется его, чтобы он как на свободе побывал. Но если ты его один раз выпустишь, все. Вот, поэтому, не знаю. Наверное, я раскошелюсь и куплю. Кстати, вы не поверите, но на протяжении вот этих последних, наверное, 4 месяца 2 раза к нам забегал чужой кот. Не один и тот же, 2 разных кота. Они домашние, у всех свои эти ошейники. И они орали, чтобы я им дверь открыла. Я открываю дверь, он вокруг меня и ластится, и ластится. Я понимаю, что это не мой кот. А я говорю, что жрать хочешь? Я ему колбасу дала, он там чуть-чуть перекусил ее и сидит, и хочет домой заходить. Я говорю, не-не-не, говорю, друг, тебе здесь нехрен делать, это не твоя хата. Это. Плюс я еще очень сильно боюсь, когда кошаки с улицы заходят. Я их редко беру на руки, потому что мой кот самый первый, он меня наградил 2 клещами, от которых у меня был энцефалит в 2011 году. И я чуть кони свои не отбросила, я так скажу. Я уже тогда была, ну реально, на том свете. Поэтому, к сожалению, своего Яшу я потом с ним не хотела я там его гладить, обнимать, а чтобы его купать он не давался, он был очень доминантный, он был такой, знаете, мачо. Он такой, нет, он подходил только тогда, когда ему надо было. Вот, ну, ему был такой, не такой, как все мои другие. Вот, и теперь я думаю, дети меня очень сильно хотят кота, потому что они тоже рождены только с кошками. Я думаю, что на Рождество я сделаю юбарашунг. Куплю, наверное, все равно кота, какого-нибудь такого персидского. Вот такого вот. Вот такого хорошенького. Да. Ну как можно вы такое не любить? Бубочка ты моя. И что тебе сегодня дать? Какую колбаску? Салями? Курочку? Или поросеночка? Ой, ты мой пирожочек. Все, девочки. Я постараюсь сделать еще завтра фотки. Посмотрим. Он не стоит. Его очень тяжело фотографировать, поэтому у меня был такой один шот, где я его вот так вот руками держала, и сверху у меня дочка фотографировала. Я не знала подобрать какую озвучку, потому что, знаешь, он как будто выпрашивает что-то. Вот это выпрашивает. А другую, которую собачку я вязала лет 10 назад, она не выпрашивала, она прям такая была, типа, мол, знаете, не трогай меня. Красивая. Очень красивая. Спасибо огромное автору за такую красоту. Ну, очень красивый. Вот. Свяжу еще на немецком, посмотрите, какой он получится. Я сейчас пока не знаю. Это что за горб у тебя тут? Я пока не знаю, каким я буду вязать цветом. Но мне кажется, наверное, какую-нибудь светленькую. Или рыжую. Рыжую. Тоже красиво. Люблю рыжих. Что, девушек рыжих люблю. Что, котов рыжих люблю. Все. Ну, вроде бы вот такой у меня чупа-чуп получился.
Сейчас я попробую его немножко со стороны снять, девочки.